конец года в основном был посвящен подготовке моей лесной хижины к зиме. Список дел был довольно внушительным, но первым в нем стоял сбор листьев заболевшего каштана. От них нужно было избавиться как можно быстрее, до наступления холодов. На это у меня было меньше половины ноября, потому что на конец месяца уже был план, который тоже требовал определенной подготовки. Прохладная осень, несомненно, делала любые работы в лесу в разы приятнее, чем это было летом. Но вместе с тем сокращала световой день, когда можно было бы выдохнуть и просто посмотреть вокруг. А еще добавила новую рутину, которую теперь необходимо соблюдать каждый раз, оставляя хижину. Необходимость сливать и вычерпывать всю воду из системы на случай морозов. Но даже стоя грязным и уставшим в мокрой яме, что-нибудь в лесу обязательно напоминает о том, что для меня здесь важно. Именно в этот момент я впервые увидела ополовников. Эти снежные шарики как раз друг за другом перелетали мимо, а я ведь так давно мечтала их увидеть. Последние кормушки были развешаны, ведь я оставляла хижины до декабря, а потом с нами случилась Япония, которая почти на 2 недели вернула нас в красную осень. А по приезду домой в лесу меня встретил вот этот сюрприз, добавив в список незавершенных до зимы дел еще одно конкурирующее по масштабности с остальными дело, превратив декабрь в бесконечную борьбу. И снова мы едим наши пакеты с лапшой. За сегодня нужно сделать еще очень много вещей. Во-первых, нужно было дособирать листья, чтобы можно было их вывести наконец-то. Во-вторых, нужно было как-то утеплить трубы самим, как умеем, потому что нам так и не помогли люди, которые обещали. А морозы уже были, и скоро будут снова, по крайней мере, небольшие. Мне нужно было утеплить наконец-то свою грядку с клубникой, утеплить свои сосны, которые на террасе стоят. Еще мы хотели поменять на улице крышку, которую накрываем, где стоит насос и все остальное, на другую, потому что та, что стоит сейчас там, она очень тяжелая для меня. И вокруг все пока что разрыто из-за того, что планировалось сначала утеплять трубы, и сейчас там не встать никак удобно. Поэтому приходится эту тяжелую крышку как-то сбоку поднимать. Я часто, как вы знаете, приезжаю сюда одна и надрываю спину каждый раз себе, когда нужно перед тем, как уезжать, слить всю воду. Поэтому мы хотели поставить крышку, которая была бы чуть полегче. Я немножко греюсь об этот суп, потому что мы не топили сегодня печь и уезжаем вечером. И план на остаток дня у нас сегодня — это заделывать все возможные щели в доме, потому что в прошлый раз я обнаружила следы мышей на 2 этаже. Мне кажется, что эта мышь пришла ровно тогда, когда я приезжала. И первое, что случилось, я заметила, что электричество как-то с какими-то перепадами странными работает. И потом я уже заметила, что перегорела гирлянда, которая висит вдоль окна и входной двери. А потом уже, когда я шла спать, я
увидела, что гирлянда перегрызана напополам. Ну и в целом я обнаружила небольшое количество следов жизнедеятельности мыши на втором этаже. И, если честно, я думала, что я буду в декабре строить перегородку на втором этаже наконец-то. И этот декабрьский блог будет об этом, но мыши внесли свои коррективы, поэтому строительство забора откладывается на неопределенный срок, и сейчас мы будем заделывать дыры. О, видишь, какая? Подожди. О, да, вот там. Сейчас она развалится. Сейчас не будет по размерам. Не, будет. Во. Во. Збс. Сегодня у меня в планах привести в порядок первый этаж. Мне нужно будет тщательно помыть пол, пропылесосить, потому что он весь может быть усыпан маленькой стружкой от алюминиевой сеткой, которой мы заделывали щели. Также я хочу заодно обработать все от блох, потому что их здесь много, и мой кот страдает. И поскольку мы уже отодвинули мебель, я хочу прибить плинтусы. Это уже давно нужно было сделать, потому что пол не во всех местах доходит до стены, и все эти щели я тоже заделала. Я не хочу, чтобы это все оставалось открытым. Так что план на сегодня — привести в порядок первый этаж, чтобы здесь снова было комфортно и уютно, и чисто. Здесь все в этой стружке. Надо будет прибить целиком следующий. Там дальше придется вырезать под уголок сантиметров 30 и прибить остаток боковой стенки, и тогда я смогу задвинуть диван. У меня есть тонирующая краска, которой я хочу, наверное, сразу покрыть тоже эти деревяшки, чтобы они не расходились с тоном стен. Уже 7 вечера, и я до сих пор не растопила печь, уже начинаю замерзать. Поэтому решила все-таки прерваться и заодно, наверное, поесть. Хотелось бы, конечно, закончить и придвинуть диван, но я знаю, что это растянется еще на несколько часов, и за это время я умру с голоду, поэтому нужно прерваться и
продолжить тогда уже. На улице, кстати, всего 1 градус тепла, что совсем не холодно для декабря. Таким, каким я его помню. У нас только 1 раз выпал снег на прошлых выходных и сразу же растаял. Вроде бы обещают похолодание через неделю, но на самом деле последние года у нас уже давно в декабре нету снега и настоящей зимы, как это было раньше. Надеюсь, что за эти 2,5 месяца как-то здесь будет ощущение зимы. Оставлю печку растапливаться и пойду приготовлю себе поесть. И тут, приглядевшись к щелям вокруг всех балок и углам на потолке, я к своему ужасу поняла, что завтра меня ждет снова все то же самое. Снова нарушать только что наведенный порядок, и снова пол, усыпанный алюминиевой сеткой, а всю ночь где-то за потолком скреблась мышь.
Сейчас ужасно рано темнеет, и днем тоже солнца или света скорее не особо много. Так что очень мало времени на вещи, которые требуют какого-то дневного света. Сложно поверить, что сейчас декабрь, особенно здесь, потому что как-то, во-первых, плюсовая температура, нету снега и даже никакой праздничной мишуры вокруг нету. Честно говоря, это единственное, что помогает выжить, когда постоянно темно. Я бы сама очень хотела все как-то украсить здесь, но, к сожалению, пока что другие приоритеты. В 10 вечера я закончила заделывать дыры и наконец-то села. Я, наверное, с 5 или 6 вечера не топила печь, потому что дом очень сильно нагрелся. Сейчас пока довольно комфортно. Градусник показывает 21,5 градус. Я думаю, что растоплю ее уже скорее перед сном даже. Питаюсь в этот раз исключительно готовой едой. И хорошо, что я взяла что-то готовое, потому что готовить не было времени вообще. Снова традиционные разговоры у печки. Пока я растапливаю, я решила скомплектовать все, что я наснимала за это время и все, что происходило. Так получилось, что на ноябрь и декабрь у нас были планы доделать некоторые вещи. Нужно было дособирать, вывести листья. И кто спрашивает, зачем вывозить листья из леса? Листья каштана, который за домом. Каштан болел, каштан, скорее всего, был поражен гусеницами или не совсем знаю, как называются эти паразиты,
Но суть в том, что нужно было их обязательно вывести и уничтожить. Это нужно было сделать, чтобы эти гусеницы не зимовали в листьях всю зиму, и у каштана была возможность в следующем сезоне быть здоровым. Я не знаю, поможет это или нет, но это нужно было сделать. Вторая вещь. Нам так и не помогли утеплить трубы. И это нужно было тоже сделать сейчас, до наступления холодов, иначе здесь нельзя было бы оставаться. Конечно, мы сделали так, как мы умеем, и не знаю, будет ли это работать должным образом, но надеюсь, что на первое время, пока нам не помогут, это будет хотя бы неплохим временным решением. Также мы хотели задуть полиуретановой пеной места, где входят трубы в дом и дальше в кухню и ванную, потому что там были дырки огромные. В ноябре мы ездили в Японию, а когда я вернулась, я обнаружила у себя в постели и в целом на втором этаже следы мыши, что в целом поменяло все планы и приоритеты. К счастью, выглядит так, что она пробралась в тот же день, что я тогда приехала, перегрызла мою любимую гирлянду. Возможно, в этот момент она и ушла, потому что, оставшись ночевать, я спала на первом этаже, и сейчас я тоже сплю пока что на первом этаже. Я не слышала ее ни ночью и не нашла никаких новых следов на следующий день. Я как-то экстренно залепила все возможные щели скотчем до следующего раза, пока не придумаю, что со всем этим делать. За это время она так и не вернулась, возможно, потому что ее ударило током, когда она перегрызала гирлянду, я не знаю. Но в любом случае, когда мы приехали уже сделать щели, никаких новых следов не было. Да, я не совсем так планировала провести здесь декабрь, мне хотелось и решетку наконец-то на второй этаж построить, и, может быть, какое-то рождественское настроение здесь устроить, но, к сожалению, как есть, так есть. И, в общем-то, это нужно было сделать уже давно. Я имею в виду заделать щели в доме. Сегодня 19 декабря, уже совсем скоро Рождество. В Латвии Рождество празднуют католическое. Все время путаюсь в датах, то есть где-то 24-е, 25-е, кажется. У нас здесь никакого снега. Сейчас плюсовая температура, и в Латвию пришла зима только на 1,5 дня в этом декабре, и поэтому никаких, к сожалению, зимних пейзажей не будет, видимо, в этом влоге. Хотя нет, один пейзаж зимний все-таки будет, потому что как раз тогда, когда выпал снег и были маленькие минуса, мы поехали моржеваться на наш любимый карьер, куда мы обычно ездим для этого. Я очень надеюсь, что все-таки в следующем году уже выпадет снег и продержится какое-то время, и я все-таки увижу это место в снегу. И, кстати, осталось всего 2 месяца до того момента, как мы купили эту хижину. То есть получается, что я здесь уже скоро увижу все времена года. А ощущение такое, будто здесь так и не кончается лето. Сейчас, кстати, на улице 4,5 градуса. Эти дни я здесь опять заделывала все щели, прибивала некоторые рейки, чистила все от алюминиевой сетки, потому что когда ее режешь, чтобы запихивать ее во все эти щели, она рассыпается и разлетается очень неконтролируемо, и нужно было очень тщательно все почистить. И в целом здесь был хаос, потому что приходилось отодвигать всю мебель, все диваны, точнее, диван от стен. Так что получилось не очень уютно провести здесь время, но рано или поздно это все равно пришлось бы сделать. И потери не такие уж страшные были сейчас. Я сегодня уезжаю и не хотела растапливать печь, но все-таки решила, что еще пару часов я здесь буду, и, наверное, стоит все-таки нагреть дом. Тепло держится в доме довольно неплохо, и я даже сомневалась, растапливать ли мне печь на ночь. Сейчас я хочу повесить еще одну кормушку птицам оставить и
Неплохо было бы и позавтракать, потому что уже 1:30. Я хотела рассказать про кормушки. У меня на основной камере осталась, точнее, память кончилась, поэтому остался только телевик, и нужно действовать быстро, поскольку у него тоже скоро разрядится батарея. В общем, в прошлом видео я вешала такую кормушку, и она не очень работает в моем случае в данный момент, потому что в эту кормушку можно сыпать только мелкую еду, а мелкую еду прилетают поползни, вот эти вот ребята, и раскидывают в стороны, и вся эта еда потом лежит под кормушкой. И это, конечно же, привлекает мышей, что мы с вами не хотим. Я выбрала кормушки, в которые можно класть еду так, что птицы не могут ее, во-первых, растаскивать, как поползни, которые растаскивают всю еду, которая в кормушке, до тех пор, пока она не кончится, по своим кладовым, и другие птицы остаются без еды. Таким образом, пока что я остановилась на кормушке, в которую кладу жировые шарики, где птицы просто прилетают, питаются на месте, так сказать, и улетают. И также кормушка с более мелкой сеткой, похожего принципа, в которую я насыпаю арахис, и это тоже удобно, потому что еду никто не может раскидывать, она остается в кормушке, и птицы питаются просто сидя на ней. То есть пока что так, может быть, потом я развешу такие кормушки где-то дальше от дома, но на данный момент нет времени этим заниматься. Кстати, тут начали пролетать стайки ополовников. Они довольно юркие и быстрые, и не задерживаются на одном месте, они как будто бы пролетают постепенно и движутся все вместе стайкой. Поэтому я не уверена, что у меня получилось их как-то хорошо заснять. Я пыталась, но посмотрим потом. И вообще становится холодно. Поэтому я пойду сделаю себе кофе и начну собираться, потому что мне еще лезть в яму. И хотелось бы делать это, когда еще светло. Новый год и Рождество были совсем близко, а я думала о том, что здесь без людей на это не было ни единого намека. Лес просто, как всегда, жил своей обычной жизнью. Плохая новость в том, что я засрала себе штаны. Поэтому еще хорошая новость, что я из этой ямы спасла лягушоночка. Большое спасибо, друзья, за поддержку и просмотр этого видео. И особенное большое спасибо всем тем, кто поддерживает этот канал на Boosty и Patreon, делая эти видео возможными. Спасибо вам. А следующий эпизод, теперь я уже знаю точно, будет с по-настоящему снежным лесом. Поэтому до встречи в следующем эпизоде зимних лесных историй.